Канал «Мир на блюдечке» находится сейчас в Приакан, Кампон Свай. Это самый большой древний город из когда-либо найденных на территории Камбоджи, площадью 23 квадратных километра. Вот, посмотрите. Окружен крепостной стеной, и внутри тоже еще есть стена, которая окружает центральное здание. Что, хотите, чтобы я вот туда, что ли, полз? Ну, давайте. Что ж делать? Я полез. О. Всем привет. Я наверху. И здесь прекрасно. А, какая красота. Бутон лотоса стоит, закрытый. Ну, забраться-то я забрался, а дальше-то что? Дальше-то мне и не надо. Мне вон туда бы попасть. Но боюсь, что я был неправ. Либо здесь вообще не пройти никак. Ну, если только вот не по этим камням. Либо я пойду по этим камням, ребят. Давайте-ка я просто вот тут вот так вот по камушкам. И вот туда вверх перелезу. Потихоньку, полегоньку. Опа. О, класс. О. Это, конечно, здорово, но по большому счету можно было этого не делать. Потому что дальше нет ничего. О, одинокий лев торчит. Сейчас попробуем к нему подойти. Так, встает только вопрос, как нам к нему подобраться. Потому что с такого уж удобного и комфортного спуска я здесь, честно говоря, не вижу. Но давайте проверим. Все-таки. Вот там, наверное, да? Можно попробовать спуститься. Господи. Экстримыч. Ой-ой-ой-ой. Экстримыч. Ой. Неправильно встал спиной к выходу. Вот так. Фух. Вот это завал, друзья. Вот это завал. Да. Упс. Сполз. Хотите также поползать? Приезжайте, я вам еще не то покажу. Как говорится. Как говорится. Там уже стена. Упс. Да, кстати, слышал новость, что турецкие авиалинии запускают рейсы из Стамбула в Пномпень. А значит, что можно будет из Москвы, из Питера, ну откуда турки летают, можно оттуда тоже добраться. Какие интересные блоки. Почему они такие белые? Что за странный цвет у этого песчаника местами здесь? Что я вот реально думал, что это... Так, стоп, сумочка у меня не застегнута была. Я реально думал, что это новые блоки, но нет, это старые блоки, просто такой сорт песчаника. И у меня такое ощущение, что это как раз более поздняя история, когда они уже брали песчаник поблизости, не могли его возить далеко. Кстати, мне, наверное, туда. Запах тут такой приятный. Как черной смородиной пахнуло. Ух ты. Везде кто-то ползает, бесит. Вот тоже такой блок приличный. Ого. Да, тут больше 3 метров уже. Ладно. Измерять не будем, вы уже поняли, да? Что тут все хорошо с размерами блоков. Это они поставили льва-то, а?
что к нему и не подобраться. Я не знаю как. Сухой сезон, я думаю, здесь вообще без проблем. Во-первых, трава наверняка не зеленая уже будет, а пожухлая. Ее будет значительно меньше в сухой сезон. Вон там тоже забор. Такая фигурная, видите, конструкция обрамляет всю эту центральную композицию. Ну, тоже, кстати, неплохой барельеф. Посмотрите, какие ровные линии. Я что-то не припомню тоже такого вида барельефов. Ну, может, кто-то со мной поспорит. Напишите в комментариях, может, вы видели где-то такой, вот именно такого типа, да, как будто колесо мотобайка оставило следы. Не, ну, я вполне допускаю, что есть и в Анкоре что-то подобное, просто я не видел. Чего, можно пройти-то, нет? Я не знаю, зачем я к нему иду. Что я боюсь, что я тут встану и провалюсь в болото. Короче, это лев. Пока. Ну просто при таком количестве артефактов на каждом шагу, знаете, гоняться за каждым львом, так мы вообще ничего не успеем. Да, куда же нам сунуться? О, смотрите, как красиво здесь обвалилось. Да. Да, вот этот блок, конечно, вот, по которому я только что ходил, действительно сумасшедший. Слушайте, ну я уже не знаю, куда идти. Тут... Оп. Тоже какой-то постамент, не постамент. Так, надо аккуратно. Значит, сначала здесь. О! Опять эти обломки песчаника. Вот ладно, кирпичи, бог с ним. Кирпичи говорят, что они могли разрушаться сами из-за того, что там внутри в составе могли быть мелкие фракции камня, да, и потом образовывались трещины, и таким образом кирпич превращается в крошку. Так говорят на полном серьезе. Я не могу с этим спорить, потому что, ну, в принципе, версия вполне логичная. О, дерево упало когда-то. Вот эти деревья, конечно, они ломают храмы. Очень сильно. О, гляньте, какое. Ого, мощь, согласитесь. Так, а здесь что? Здесь что, по дереву можно идти? Ура! О, смотрите. Ну, это получается все, что мы сегодня можем, наверное, увидеть здесь. Я еще попробую. Ой, господи, смотрите, я испугался этого звука. Шорох такой неожиданный. Так, ну что? Ой, отлично, ствол вырос, вот мы по нему и спустимся. О, нет. На бревне я точно не смог бы соревноваться. Все-таки одной ногой провалился там между камнями. Ладно. Ну и куда вышел в итоге? Опять в никуда. Как я сюда попал? Вон тропинка, вон она. Фу. Слава Богу. У меня уже суставы заболели на ступнях. Таких бешеных нагрузок. Да, друзья, товарищи. Жара началась. Сейчас уже, наверное, градусов 28-29. А у меня еще футболка пододета, которую надо было, конечно, снять. Но теперь уже мне лень. Теперь уже я буду смотреть, что тут можно снять еще. Куда можно сходить еще. Туда, что ли? О, пот течет с головы. Но это из-за рюкзака, который у меня за плечами. Там много всего. Там вода, еда, аккумуляторы холода. Потому что аппаратура должна быть холодной, как вы понимаете. Ну, зато у меня теперь камера не выключается.
потому что батарейки, которые я вставляю, они всегда холодные. Ну, друзья, в общем-то, да. Наверное, в этом центральном комплексе все, если только не сходить вот туда. Там я тоже вижу Гапуру. Гапура – это входной павильон в индийской архитектуре. Спросите, почему индийской? Ну, постоянные мои зрители, они, конечно, знают, почему индийской. А остальным скажу, что архитектура Индии и архитектура Камбоджи местами похожи друг на друга. Но на самом деле вот ранние образцы камбоджийской архитектуры — это комплекс Самбор-Прейкук. Можете посмотреть плейлист, найдите Самбор-Прейкук и посмотрите, что там постройки очень сильно отличаются от анкорских, прям очень-очень сильно, и напоминают как постройки, так и статуи и барельефы искусства Гандхары. Опа! Это был подлый камень, я чуть не упал. Искусство Гандхары. Гандхара у нас это, ну, там Северный Пакистан, Северный Афганистан, вот эти места. И, между прочим, там же, в районе Гандхары, находится историческая область по названием Камбоджа. Так и называется. И люди, населяющие ее, называются камбоджи. И, конечно же, 100% существует прямая связь между этой областью в Пакистане и Камбоджей. А теперь возьмите карту или откройте. Ой! Вот сейчас я прям упал. Заболтался и вот бедром прямо. Синячище будет. Фу. Заболтался. Ну, видите, не без этого. Ну, туда мне не подойти, кстати. Тут вообще сплошная растительность, там могут быть змеи, а может быть даже и мины. Фух, друзья, теперь предстоит еще дорога до мотобайка. Довольно-таки долгая. Ну, не очень, нет, на самом деле, я же уже подошел. Так, те башни мы смотреть не стали вблизи, да, справа я ничего не вижу, кстати. А вот справа как будто бы ничего и нет. Ух. Ну что ж, будем тогда возвращаться к мотобайку. Упс, поехали. Ну, не знаю. Надеюсь, что эта дорога нас выведет туда, куда я хочу. Это некое здание, назовем его так, которое находится за стеной вот того центрального комплекса, в котором мы только что были. Как вы заметили, там выйти я не смог бы. Ну, никак, при всем желании. Смогу ли я здесь проехать? Ну, пока да. Пока смогу. Сейчас я вот так. Упс. Вот. Все. Надо было к шлему прикрутить камеру. Ну, я же не думал, что тут такие приключения. Что тут такой мотокросс. Я, честно говоря, даже не знаю, доеду я до конца или нет. Вот еще. Ай, подождите. Ногу свело. Сейчас я вот тут проскочу. Вот чем хорош этот мотобайк, тем, что ему и море по колено, проедет везде. Ну, единственное, что не хочется ноги загрязнять. Ну а так, как видите, даже одной рукой можно рулить. Причем, знаете еще, что мне в нем нравится, это то, что можно тормозить передним колесом. Его не заносит. Я не знаю, как это японцы
сделали, но ни на одном мотобайке у меня не было такого кайфа, чтобы я мог вообще не пользоваться задним колесом. Я реально торможу почти всегда передним. Ну просто потому что это удобнее. Вот он у меня над ручкой газа, этот тормоз, или под ручкой газа. Ну вот, а ножное, это ж надо какие-то усилия предпринимать. Понимаете? И это действительно вот первое мое транспортное средство, где я без опаски могу использовать передний тормоз. Вот что хотите, то и думайте. Ну, пока дорога вполне себе проходимая. Я очень сильно надеюсь, так как я уже проехал приличное расстояние, что я наконец-то доберусь до цели. Да, металлургический город, говорят, а самое старое место, где нашли шлак, это 13 век, да? 13 век. Вот как историки все-таки любят подгонять все под свои стандарты. Есть куда ехать. Вот так вот. То есть им понравилась эта история, что здесь был металлургический комплекс, и они, ничтоже сумняшися, об этом написали. Хотя металлургией здесь занимались совсем другие люди, совершенно не те, которые все это строили. И это как бы известный факт, да, это не альтернативная история, это самая настоящая история. Альтернативная — это у нас получается история, которую пишут историки, потому что она не соответствует ни эпиграфике, ни археологии, ничему. Ой, ёшкин кот, ногу не сломал. Так, стоп, здесь, да, здесь. Да, друзья, вот так вот я и ищу эти храмы зачастую. Я редко снимаю дорогу, потому что, ну, не очень приятно все-таки рулить одной рукой, как сейчас, вот я, видите. Ну, тут вот я решил вам все-таки показать этот экстримыч, который у меня почти каждый день, ну, почти каждый съемочный день. Здесь уже на первой надо. Упс. Еще хорошо, что у него коробка не автоматическая, и поэтому можно спокойно играться передачами. Так что, если приедете в Камбоджу, советую, ну и зачем я сюда поехал, советую освоить все-таки вот этот вот. Зря я сюда поехал. Опа! Ого! Корни деревьев. Колесо между корнями застряло. Вот, советую освоить вот этот Honda Dream. Он, конечно, посложнее, чем Honda Click с автоматической коробкой, но зато, если вы соберетесь вот в такие места, то вы меня вспомните добрым словом. Дело в том, что... Точно здесь, да? Ох, зачем я еду с левой стороны? Упс, уже все подсохло на самом деле. Уже не так страшно. Вот, 4 передачи, и зато у вас полная свобода действий, да, когда вы попадаете в такие ситуации. И еще очень важный фактор. Honda Dream очень легкий мотоцикл. Очень легкий. Если он упадет, вы его поднимете как велосипед практически. Про Honda Click такое сказать нельзя. Так, ну что, друзья, рискуем, не рискуем. Так, на первую. Я там не развернусь, если что. То есть мне по-любому надо это проехать, да? Да, даже не подскользнулся. Господи. Зверь, машина-зверь. Стоит он, кстати, всегда чуть-чуть дороже. Подержанный, ну, спасибо. А тут уже не так интересно, друзья. Тут уже можно ножки замочить, если, не дай бог, поскользнешься. Да? Ну что,
Рискуем. Рискуем. Так, ладно, камеру возьму вот так, на ручку. Вообще не скользко, нормально. Я боялся, что там скользкая глина, но нет. Интересно, много еще будет таких сюрпризов у меня на пути или как? Опа. Ах, тут уже немножко съехал. Ни в коем случае нельзя себя чувствовать слишком уверенно, когда ездишь по таким местам. Лучше всего бояться. Так. Сверху нам не проехать. Ладно, поехали на первый. Чтобы нам проскочить. Упс. Господи, откуда здесь столько воды? Куда она течет? Я не понимаю. И главное, дядька полицейский, да, проедешь, говорит. Ну, наверное. Песочек. Песочек. Вот песочек я не люблю, потому что у меня колеса городские. И все, жаба душит поменять на нормальные внедорожные колеса, поэтому на песочке я чувствую себя предельно дискомфортно. То есть только на опыте выезжаешь. Да, Господи, не может же быть это так далеко. Там сверху идет более приличная тропинка. Есть у меня подозрение, что не зря она существует. Ну, там не надо было еще левее взять, нет? Посмотрим. Сейчас посмотрим. Слушайте, ну тут опять цирк. Ну ладно. Ай, поехали по колее. Нормально. Поехали по колее. Опс. Не. Вот это вообще не хочу. Давайте назад. И вон туда. Опять же, тропинки не просто так в лесу прокладываются. Отличный объезд. Упс. Да, заносит только, когда на первой передаче газку чуть-чуть отдаешь. Да, заднее колесо бывает подзаносит. Да, а мощность двигателя, в смысле не мощность, а объем двигателя у Honda Dream 125 кубических сантиметров, то есть этого вполне достаточно для любых целей. И не нужны права. Так, надо было вот там ехать. А здесь, да, здесь я скорее проеду. Ой, до сих пор еще ноги не замочил, но мне же еще обратно добираться. Вот в чем проблема-то. Не поеду я туда. Вот я его сейчас практически вручную вытаскиваю. И поверьте мне, с коробкой автомат я бы тут намучился. Они тяжелее значительно. Объезд, не объезд. Ай, хрен тут, а не объезд. Давай сюда.
Так, друзья, надо свериться с картой. Прежде чем ехать дальше, надо свериться с картой. Ну, в принципе, я еду правильно. И я проехал уже большую часть пути. Ну что ж. Тогда я, пожалуй, пока уберу камеру. И тогда я быстрее доберусь просто. Да, друзья, я добрался. Остаток дороги был примерно такой же, как вы видели. Ну, местами было, правда, тяжелее. Это называется Прасад Чам. Чамы – это у нас еще одна национальность Камбоджи. Они уже относятся к малайской группе. Чамский язык, он близок к малайскому языку. Почему этот храм так называется, мы не знаем, потому что... Ах, колючки! Зараза! Потому что, в принципе, все названия этих храмов даны уже в более позднее время. И вот здесь-то, ребят, туристов точно не бывает, как вы поняли, да? Это место совершенно уникальное, и вы его никогда не сможете увидеть, потому что, я думаю, вы сюда не поедете. Ну и понятно, что сюда только на мотобайке можно забраться. Так, здесь у нас какая-то латеритная структура, фальшивая дверь, необработанная. Такие все признаки, знаете, 12 века. Значит, вот этот Прасад Чам, он находится с западной стороны этого города, перед въездом в него. Видите, по идее, можно было бы выйти из города и сразу попасть к этому храму, но нет. Нет там таких дорог. Ну, тут вообще, конечно, потрясающая совершенно опять кладка идеальная. Не придраться, блоки идеально все разрезаны, подогнаны друг к другу. И полное отсутствие финишной обработки. Как ни крути, но полное отсутствие финишной обработки. Ну вот блок установлен. На таких блоках, да, так называемая перемычка, на них всегда выбивались барельефы. А здесь это выглядит еще безобразнее. Ну, мы в Анкоре видим такие примеры. То есть это какая-то древняя высокоразвитая цивилизация построила вот эти здания. О, ни черта себе. Нам срочно надо туда, друзья. Нам срочно надо туда. Нам срочно надо туда. Смотрите, здесь была какая-то шахта. Я думаю, что, конечно, тут еще копать и копать и копать несколько метров в глубину. Смотрите. Страшно, что все это сейчас на тебя рухнет. Рано или поздно оно должно же рухнуть, правильно? Ну, сверху глина, как обычно, как мы привыкли. Главное не рухнуть туда. То есть сегодня уже упал один раз, хватит. Здесь вот как все заложено, да, тут сплошная идет стена. Это та самая фальшивая дверь снаружи, которую мы только что видели. То есть дверь никто не закладывал, это изначально вот так планировалось. Фу, задыхаясь, уже сегодня не выспался, конечно. В 5 утра вставал. Правильно сделал. Ну, нет, неправильно сделал, потому что встал бы на час позже, так может не так холодно было бы ехать. Ну вот полигональная кладка, пожалуйста, вот она. Идеальнейшая кладка, да, без зазоров. Но это вы сейчас их видите. Я уже много раз объяснял, вы видите их за счет того, что, во-первых, что-то где-то подразошлось, а где-то просто эрозия создает иллюзию наличия зазора, но его нет на самом деле. Посмотрите на эти ровные плоскости. Вот замок. С помощью таких замков блоки соединяются друг с другом. Хитрейшие замки. Да, Прасад Чам. Друзья, это эксклюзив. Вот здесь-то точно никто из наших не бывал. Ну, предполагаю, что может быть в англоязычном или кхмероязычном ютубе кто-то здесь что-то и снимал, но в русскоязычном совершенно точно нет. У нас эксклюзивный канал, образовательный, развлекательный.
С одной стороны, мы вам вроде бы как показываем какие-то невероятные, фу, как там воняет этими летучими мышами, я не хочу туда идти. О, запах такой плотный. Можно я не пойду туда? Я сейчас лучше обойду по краю, посмотрю, может там где-то можно заглянуть. Не сильно вдыхая эти ароматы. Ароматы ванили у летучих мышей. Видите, тишина, даже местные не ездят. А куда ехать-то? Тут джунгли кругом. Ух, там дальше безумие продолжается. Конечно, ходить здесь очень экзотично. Если вы хотите сюда со мной попасть, а давайте. Есть желающие? С удовольствием вас сюда свожу. Ну, тем более, если бы вы приехали в январе, феврале, когда, по крайней мере, нет этой грязи. Дорога лучше-то, конечно, не будет, но грязи хотя бы нет. Так, ну что, все-таки лезем, да? Очень тут неуютно. Хорошо, хоть рюкзак не надо с собой таскать, потому что все равно тут никого нет, я его оставил на мотобайке. Там их тьма, вон, слышите, как они пищат. Давайте просто заглянем, не скатываясь вниз по этой глине. О, летают, ой, сколько их тут. Не, я не хочу, они какают. В принципе, нам все понятно, да? Все, прощайте. Выше. Вот облюбовали себе местечко. Ну вот опять эти странные длинные следы. Никто не знает, чем они были оставлены. Пишите в комментариях, если вдруг вам что-то придет в голову. Так, что у нас дальше? Сейчас посмотрим. Я вообще ничего об этом про сад Чами не нашел. Ну, оно, наверное, есть. Я просто вообще не планировал сюда добираться, если честно. Это уж так. Что называется, Остапа понесло. Ну, там тоже мыши. Они тут весь этот комплекс оккупировали. И мы там, наверное, все равно ничего эксклюзивного не найдем, да? Ну да, как обычно. Тут, похоже, все мыши леса живут там. Ладно. Поразительно, что здесь практически нет насекомых. Я имею в виду вот этих мерзких летающих. Тут какие-то полуосы, полумухи и комары. А вот я думаю, что это, наверное, летучие мыши, их всех сожрали. Чем-то же они должны питаться. Да, вот такой интересный комплекс. Про сад Чам. Для чего он был предназначен, непонятно, да, но перед западным въездом в город он располагался. То есть, может, какое-то административное здание. Может, тут сидели какие-то чиновники, которые выдавали или же не выдавали разрешение на посещение. Не знаю. Ну, тут уже, видите, латерит, это стена из латерита, но она как-то очень странно, посмотрите, она упирается в фальшивую дверь. Я что-то такого не видел никогда. Ну понятно, вот была стена, ничего не понятно. Кстати, там барельеф какой-то. Похоже, я не знаю. Издалека не вижу, а вблизи вижу, что нет тут барельефа. Ой, чудится. Заколдованный лес. А у меня еще бензин заканчивается, но я думаю, что я как-нибудь дотяну. Но мне главное до людей хотя бы доехать, потому что здесь самое страшное, то, что людей нет. Закончится у тебя бензин, ну и что? Ты его оттолкаешь? Нет. Так. Давайте посмотрим, что тут. Смотрите. Меня постоянно спрашивают, боюсь ли я змей.
Боюсь, но мин боюсь я больше, если честно. А здесь и того, и другого хватает. Поэтому, знаете, я вот туда уже не пойду. Все равно ничего очень интересного я там, скорее всего, не найду. На этом всем пока. Подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий. Ну, подпишитесь на Бусти, разумеется. Платная подписка 200 рублей в месяц. Это очень сильно поможет нашим экспедициям. Ну и поставьте колокольчик и лайк этому видео. Все, друзья, до новых встреч. У меня еще впереди 2 дня, 2 тяжелейших дня и много-много заброшенных храмов. Так что следите за обновлениями на канале. Каждую неделю выходят новые видео. Ну вот выйдет и видео, очевидно, со следующими храмами. Я надеюсь, что я все из них смогу посетить и что не получится, как сегодня. Все, всем пока.